выезжаю в аэропорт, расскажу вам немножко по прибытию о новом аэропорте Стамбула. Первое, что нужно учитывать, если вы отправляетесь из Стамбула, что в Стамбуле всегда пробки, и причем очень большие. Из центра города минимальное время, которое нужно закладывать на дорогу, это 1 час, а лучше закладывать чуть больше. Вот мы и на месте. Вот он, новый международный аэропорт Стамбула. Масштабы, конечно, невероятные. В паркинге на несколько тысяч автомобилей. Несколько уровней. Прям видно, что зона вылета, это вот верхний уровень, сейчас мы находимся, есть еще ниже. И там дальше уже зона прилета. Ну что, идем на посадку. Уже на входе ты понимаешь, насколько огромное здание и внутри. Новый аэропорт является базовым для Turkish Airlines. Прошел контроль на входе и сразу есть стойка информации. Также при входе информационное табло с стойками регистрации. Я насчитал 16 блоков со стойками регистрации. Все они обозначены латинскими буквами. Сам терминал состоит из основного блока и 5 ответвелей. При входе много аппаратов для самостоятельного чекина. Мы идем чекиниться. Так как я предварительно зачекинился через application, сейчас я просто попросил, чтобы мне распечатали на всякий случай boarding pass. Ну и мы идем уже на контроль безопасности. Ну а центральная часть начинается не с контроля безопасности, а с контроля пограничного. Прошел паспортный контроль и контроль безопасности. Сейчас будем гулять. Пойдем в левое крыло. Или, правильно сказать, наверное, в левое крылья, потому что их там несколько. Здесь есть огромное табло. Легко ориентироваться. Ко времени я узнаю с этого информационного табло, какой мой гейт. Практически сразу со входа начинаются зоны duty free. На верхних этажах рестораны, внизу магазины. Также большое количество всевозможных зон отдыха, практически на каждом шагу. Ощущение ближе к тому, что ты находишься в торговом центре, а не в аэропорту. Вот здесь интересно оформленная зона, как старый базар. Старый турецкий базар. Мы направляемся в сторону группы гейтов A и B. Терминал находится на нескольких уровнях. Мы были на верхнем. Сейчас мы будем спускаться, посмотрим, что там внизу. Мы пришли в зону гейтов A и B. A — это сторона налево, B — направо. Это, напомню, левое крыло терминала. Я думаю, если идти с крайней точки в крайнюю точку, то расстояние будет, наверное, не меньше километра. Поэтому здесь везде дорожки оборудованы вот такими вот ускорителями. Идем в сторону гейтов A. В зоне A пока еще достаточно много пространства, еще не все занято. В крыле группы гейтов А мы побывали, сейчас сходим в крыло группы гейтов B. Мы пришли в крайнюю точку крыла группы гейтов B. Здесь есть кафешки, зоны отдыха, небольшой такой садик-парк. Кроме сидений, где можно отдохнуть, есть еще столики, где можно поработать. Есть розетки, можно подзарядиться. Теперь иду обратно, чтобы попасть в противоположное крыло.
Сейчас, когда вернулся в основной терминал, опять появилось чувство, что ты пришел в торговый центр. Кроме множества кафе, ресторанов и магазинов, очень много обменов валют. Очень интересно сделан фудкорт. Такое впечатление, что ты попадаешь на улицу, потому что все выложено брусчаткой, и как будто ты ходишь по стамбульским узким улочкам. Но этот фудкорт является частью стилизованного под старый турецкий базар плейсмента. Сейчас входим в центральную часть крыла, это C, D и E гейты. По всему терминалу передвигаются электрокары, перевозят пассажиров, которым тяжело добраться самостоятельно. Дорожки, по которым перемещаются электрокары, они здесь обозначены вот таким синеватым и зеленоватым цветом. Мы сейчас спускаемся в крыло D. Чтобы попасть в крыло D, необходимо спуститься на левел ниже. В конце терминала D тоже есть зоны отдыха. Нет, конечно, здесь парка, но все равно все оборудовано, все, что необходимо, чтобы отдохнуть, есть. Сейчас буду возвращаться в основной терминал для того, чтобы сходить в правые крылья. Так, то, в чем я успел разобраться. Крылья A и B – это первый этаж, нужно спускаться с уровня зоны прибытия. C – это центральная часть терминала. D – это центральное крыло, но туда тоже нужно будет спускаться. Сейчас мы пойдем в правое крыло, то есть мы были в левом, на центральной. Сейчас мы пойдем в правое крыло и посмотрим крылья E и F. Гейты E – это тоже верхний уровень. Прошел гейт E, спускаюсь в F. Спустился гейтом F, это тоже международные рейсы, это крайне правое крыло терминала. А G, как я понимаю, это внутренние рейсы, потому что туда вход ограничен из международной части. Здесь оборудованы детские комнаты, даже с игровыми автоматами. Дошел до крайней точки гейтов F. Здесь тоже небольшой такой парковая зона, цветы, деревья натуральные. Все очень комфортно, можно отдохнуть, в принципе, что многие и делают. Стал понятен гейт моего рейса в Киев, это F7A. Сейчас буду к нему следовать. Нашел я свой гейт. В навигации все очень просто. Аэропорт огромный, 1,4 миллиона квадратных метров, очень большая площадь. Пассажиропоток, который уже готов пропускать этот терминал, около 100 миллионов пассажиров в год. И возможность самого аэропорта расширяться по проекту до 200 миллионов. Получается, искал карту, она есть на бординг-пассе.